Готовлю блины на крахмале без муки. Получаются тонкие, эластичные и мягкие. Беру 3 яйца, у меня крупные, добавляю 1/3 чайной ложки соли и столовую ложку сахара, перемешиваю. Чем больше сахара добавить в блинную муку, тем сильнее будут пригорать блины. Теперь добавляю чашку крахмала, у меня картофельный. В чашку помещается 200 грамм крахмала. Чашка объемом 300 миллилитров. Добавляю постепенно и хорошенько перемешиваю с яичной массой. А теперь полученную густую смесь постепенно разбавляю молоком. Молока у меня столько же, сколько и крахмала по объему. Для молока взяла ту же чашку. И молоко комнатной температуры. А вы на канале готовим с вами вместе. Добавляю постепенно, так не будет комочков. Тесто получается жидкое. Теперь в ту же чашку наливаю кипяток. И также постепенно добавляю в тесто, перемешивая. Тесто получается очень жидкое. А теперь к нему добавляю еще 3 столовые ложки растительного масла. Опять хорошо перемешиваю. Блинное тесто на крахмале готово. Беру подходящий половник. Перед каждым блином тесто лучше перемешивать. Сковороду ставлю на плиту заранее, чтобы разогревалась. Важно, чтобы сковорода была хорошо разогрета. А в чашку наливаю небольшое количество растительного масла для смачивания силиконовой кисточки. Смазываю разогретую сковородку растительным маслом и выливаю половник теста. Распределяю по сковороде. Выпекаю на среднем огне. Когда снизу зарумянилось, переворачиваю. Зарумянилось и с другой стороны и перекладываю на тарелку. Беру кусочек сливочного масла и распределяю по блину. А сверху блин накрываю еще одной тарелкой. Так блины долго не остынут и как бы дойдут под тарелкой. И получатся вкуснее. Эластичные, мягкие и нежные блины готовы. Делаю несколько блинов с творожной сладкой начинкой с изюмом. К творогу добавляю сахар по вкусу, щепотку соли и 1 желток. И хорошенько перемешиваю до однородности. А пока сахар в твороге растворяется, подготовлю изюм. Пару жменек изюма заливаю кипятком. Даю немного постоять, набухнуть и сливаю воду с изюма. Промакиваю бумажным полотенцем и добавляю к творогу. Опять перемешиваю до однородности. А теперь готовую начинку распределяю посередине блина. Заворачиваю в трубочку и несколько подготовленных блинчиков отправляю в духовку. Минут на 10-15 при температуре 180 градусов. Блинчики с творогом и изюмом готовы. Румяные, сочные и вкусные. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!